Ну что ж, продолжим наше 8-е занятие. И мы перейдем с вами к практике. На первой лекции мы с вами рассмотрели третий закон Ньютона. Мы поняли, как он выводится. Мы поняли физический смысл третьего закона Ньютона. Мы повторили с вами предыдущие два закона, первый и второй закон Ньютона. А также мы с вами рассмотрели закон всемирного тяготения. И теперь мы давайте перейдем к решению задач. Напоминаем вам, что если кто опоздал на сегодняшнюю пару, запись данного видео всегда будет доступна на YouTube канале на нашем. Вы всегда сможете посмотреть, у вас будет круглосуточный доступ к нему, перемотать. Также активно пользуйтесь субтитрами. Не забывайте о субтитрах, что создаются субтитры, которые вы можете перевести на ваш родной язык, тем самым лучше понять информацию нашего занятия. Ну а мы с вами переходим к первой нашей задаче. И первая наша задача будет, как мы уже и говорили, на третий закон Ньютона. И условие задачи звучит следующим образом. Кирпич, лежащий на земле, давит на нее с силой 30 ньютон. Действует ли земля на кирпич? Если действует, то как действует земля на кирпич? Стандартная задача на третий закон Ньютона. Мы с вами будем начинать с простых вот таких задач, которые вам помогут и в домашнем задании грамотно и правильно ответить на тест. И постепенно к концу занятия задания будут усложняться. Ну что ж, приступим к решению задачи. Первым-наперво, как мы всегда и делаем, давайте начнем с краткого условия задачи. Запишем, что же нам дано по условию нашей задачи. Что нам дано? Нам дано, что сила, с которой кирпич лежит на земле, давит он силой 30 ньютон. И нам нужно найти силу F2, с которой земля давит на кирпич. Вот условие у нас будет выглядеть следующим образом. F1 равно 30 ньютон, а F2 нам нужно найти, и оно неизвестно. Давайте изобразим условия графически, сразу выбрав удобную систему отсчета, указав действующие на тела силы. Вот, давай мы нарисовали наш камень. Мы направили ось Y, как вы видите, вниз. И на наш камень действуют силы F2 и F1. F1 это сила, с которой камень действует на землю и приложена она к земле. Обратите внимание, эти две силы приложены не к одному и тому же телу, а к разным телам. Обратите на это внимание, что F1 у нас приложена к земле, а F2 у нас приложена к камню. И вот данный рисунок мы получили. Теперь давайте запишем в векторной форме третий закон Ньютона. Кто мне скажет, как записывается в векторной форме третий закон Ньютона? Третий закон Ньютона записывается в виде F1 равно минус F2. Это мы с вами разобрали, почему так на первой паре, на лекции. И мы с вами это навсегда усвоили. Ну что ж, теперь перейдем к четвертому нашему действию. Давайте запишем уравнение в скалярной форме в проекциях на оси координат. И учтем при этом, что проекции на ось в данном случае равны величинам самих векторов. Так как мы видим, что они у нас, данные вектора, сонаправлены с нашей выбранной осью, да, по вертикали с осью Y. То есть они ей параллельны. И проекция векторов на ось будут равна самому вектору. Мы вот записали, что F1 у нас равно минус F2. Почему минус-минус?
Потому что по третьему закону Ньютона у нас f1 вектор равно минус f2 вектор. А так как f2 противоположно направлена выбранная нам оси по вертикали оси y, оно противоположно направлено y, поэтому мы ставим еще один знак минус. Как мы видим, да, что это ось y у нас, и ось y у нас направлена вниз, а вектор f2 у нас направлен вверх. Поэтому здесь у нас и стоит знак минус. Ну, давайте тогда продолжим. Первый минус из формулы, он выражает закон, а второй отражает направление проекции, противоположное положительному направлению оси. Теперь давайте решим уравнение в общем виде. И получается, что f1 у нас равно f2. И подставляем величины в общее решение, мы вычислим силу f2, силу, с которой Земля давит на камень. И запишем наш ответ. Ответ наш, что Земля действует на кирпич с равной противоположно направленной силой, равной 30 ньютонам. Что и требовалось нам доказать. Вот такая вот легкая задача. Первая наша задача. Подобные задачи будут у вас и в домашнем задании в виде теста. Ну а мы с вами продолжаем. Перейдем ко второй нашей задаче. И условие второй нашей задачи гласит следующим образом. В опытах с магдебургскими полушариями, которые проводил Герики в 1654 году, доказывалось наличие атмосферного давления. И 16 лошадей, впряженных по 8, пытались разорвать два сложенных вместе полушария, из которых был выкачан воздух. Можно ли было добиться такого же научного эффекта, обойдясь меньшим количеством лошадей? То есть, еще раз, был поставлен опыт с полушариями, который проводил Герики ученый в 1654 году, да? И в нем доказывалось наличие атмосферного давления. И вот взяли 16 лошадей, впряженных по 8, пытались разорвать два сложенных вместе полушария. То есть, да, был какой-то круг, полушария какие-то, и пытались их разорвать, из которых был выкачан воздух. То есть, был вакуум. Вот наш шар, и вот наши лошади, да? Одна, две так лошади. Две лошади. 3. 4 лошади. И так далее, да, вот такие лошади. И тут же само, тоже 8 лошадей у нас было. 4, 5, 6, 7, 8. 8 лошадей. И здесь 8 лошадей. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И вот они пытались разорвать шар, в котором был вакуум. И вот они пытались разорвать. И вопрос состоит в том, можно ли было взять меньшее количество лошадей для такого же эффекта. То есть уменьшить количество лошадей и также разорвать вот данный полушарие. Вот это нам и предстоит узнать. Ну что ж, давайте приступим к решению нашей задачи. Решение. Давайте, как и обычно, мы запишем кратко, запишем условия нашей задачи. По третьему закону Ньютона, как мы с вами вычислили, модулю сил действующих равны, но противоположны по направлению. Вот и записали мы, что модули действующих сил у нас равны. Теперь изобразим условия графически, сразу выбирая удобную систему отсчета и положительное направление оси.
Вот у нас взяли ось, направленную горизонтально вправо, и изобразили наши силы. Это наши полушария F2 и F1. То есть те силы, с которыми тянут наши лошади. Теперь записываем в векторной форме третий закон Ньютона. Как мы уже с вами знаем, это F1 вектор равно минус F2 вектор. Теперь записываем эти же уравнения в скалярной форме. В проекциях на нашу ось координат. Пусть это будет ось X. Мы видим, что проекции F1 и F2 равны по величине данным векторам. И они параллельны выбраны нам оси X. Значит, F1 будет равно минус F2 по такому же принципу. Минус первый дает нам вектор в векторной форме минус, а второй, так как он противоположно направлен оси X. Ось X у нас направлена влево, вправо, а вектор F2 у нас направлен влево. Поэтому и отсюда возникает знак минус. Один минус в этом уравнении появляется из закона, а второй из направления проекции относительно выбранной оси. Теперь решаем уравнение в общем виде. F1 у нас равно F2. И подставляем величины в общее решение. У нас сводится в этой задаче к следующим рассуждениям. 1/8 лошадей прикладывала силу F1. Вторая, как следует из уравнения, прикладывала точно такую же силу, всего лишь уравновешивая первую. То есть она просто удерживала их. Но то же самое могла делать и стена, и то же самое мог делать и столб. И достаточно было использовать только 1/8, а второе полушарие привязать, допустим, к предмету, который они не смогли бы сдвинуть. Тогда по третьему закону Ньютона действие этого предмета на второе полушарие было бы точно таким же, как действие 8 лошадей на первое. Вот наш и в чем заключается ответ. Значит, по ответу и по условиям нам было сказано, нам нужно было понять и ответить на вопрос, можно ли было добиться такого же научного эффекта, обойдясь меньшим количеством лошадей. И наш ответ: можно было бы обойтись 1/8 лошадей, привязав второе полушарие к неподвижному предмету. Вот такая тоже относительно простая задача. Давайте перейдем к следующей задаче. Задачи из уровня А1, тоже на третий закон Ньютона. Условия. Два тела взаимодействуют друг с другом. И на рисунке 1, который вы видите на своих экранах, указаны силы FA1, FA2, FA3, FA4. Мы эти силы все видим. Вот первое наше тело и FA1, FA2, FA3, FA4. Действующие на тело А. Они все действуют на наше тело А. И указаны силы FB1, FB1, FB2, сила FB2, FB3, сила FB3 и FB4, действующие на тело Б. И нам нужно определить, какие из сил могли возникнуть из-за возникновения двух этих тел. Какие из этих сил, из всех перечисленных сил, возникли из-за взаимодействия вот этих двух тел? Какие из этих сил могли возникнуть? То есть нам нужно выбрать из всех этих сил, обвести те силы, которые возникли, именно могли возникнуть из-за взаимодействия. Ну что ж, давайте приступим к решению и будем рассуждать. Решение наше. При взаимодействии возникают силы, равные по величине и направлены вдоль линии, соединяющей эти тела в противоположные стороны. И поэтому в данном примере из-за взаимодействия двух этих тел могли возникнуть только пары сил. FA1, первая пара сил, FA1 и FB3. Мы видим, что они направлены у нас по одной прямой, но в разные стороны. Если тела в данном случае отталкиваются, да,
мы их, то есть, оттолкнули друг от друга, вот эти силы могли возникнуть. Или же другая пара сил, которая могла возникнуть в данном случае, это силы FA3 и FB1. Они также направлены по одной прямой в разные стороны. И эти силы могли возникнуть, если вот эти два тела А и тело Б у нас притягиваются друг к другу, то данные силы могли бы возникнуть. Вот такая еще одна легкая у нас задача. Ну что ж, давайте перейдем к следующей задаче. Задаче А2. И прочтем ее условия. Человек, масса 50 кг, стоя на коньках, отталкивает от себя шар массой 2 кг, силой 20 ньютон. Какие ускорения получит при этом человек и шар? Трением мы пренебрегаем. Ну что ж, условия нам ясно. Давайте приступим к решению данной задачи. Напишем условия данной задачи. Что же нам дано? Человек, нам дан шар и их взаимодействие. Мы знаем, что масса человека у нас 50 кг, масса шара 2 кг, обозначим как М2, а массу человека как М1. F2, сила, с которой человек отталкивает мяч, равно 20 ньютонам. Обозначим эту силу F2. То есть сила, приложенная к мячу. И нам нужно найти ускорение, которое получит при этом человек и шар. Скажу вам по секрету, что подобная задача также будет у вас в домашнем задании в тесте. Поэтому обратите на нее особое внимание. Направим давайте ось ОХ вдоль силы, с которой человек действует на шар. Сила, действующая на человека со стороны шара, будет направлена против оси ОХ. Ускорение и сила связаны у нас с соотношением по второму закону Ньютона. А равно Fx делить на m. Проекции на ось x. Вот наши силы. Мы видим, вот это у нас будет шар. А это у нас будет человек. И надо нам определить их ускорение. Ну что ж, давайте приступим. Для шара проекция силы F2x равно F2. Тогда A2x равно у нас F2 делить на M2. И отсюда мы с вами можем найти, какое же ускорение будет у шара после приложения к нему силы, равной 20 ньютон. И А равно у нас 20 ньютон делить на 2 килограмма будет равно 10 метров на секунду в квадрате. Так как А2х больше нуля, то ускорение шара направлено вдоль выбранной оси. То есть оно сонаправлено с F2 и является положительной величиной. Что же у нас для человека? Для человека при взаимодействии человека и шара F1x равно минус F2x, или это все равно F2x равно F2. Тогда F1x равно минус F2. Значит, отсюда мы можем найти с вами и ускорение, которое примет человек. F2 минус F2 делить на M1. Минус F2 у нас равно 20 ньютон, M1 50 килограмм. Минус 20 ньютон делить на 50 килограмм у нас будет минус 0,4 метра на секунду в квадрате. И так как А1х меньше нуля, то ускорение человека направлено против выбранной оси. То есть человек поедет у нас влево, да, так как направлена приложена к нему сила F1, которая приложил к нему шар. Вот наша задача и решена. Нам требовалось найти ускорение, которое получит человек и шар. Мы их нашли. Человек получит ускорение минус 0,4 метра на секунду в квадрате, а шар получит ускорение 10 метров на секунду в квадрате. Задача у нас решена. Перейдем к следующей задаче.
Третья задача наша А3 гласит, условие ее гласит, шар массой 1 кг сталкивается с шаром неизвестной массы. Полученные ими ускорения равны 0,2 и 0,4 метра на секунду в квадрате, соответственно. И нужно определить значение силы их взаимодействия и массу второго шара. Трением мы пренебрегаем. Условия нам ясны. Нам даны масса первого шара, мы обозначим М1. Вторая масса нам неизвестна. Нам нужно ее найти. И нам даны ускорения А1 и А2. Ну что ж, давайте приступим к решению. Запишем условия нашей задачи. Нам даны два шара и их взаимодействие. М1 у нас равно 1 кг, А1 равно 0,2 метра на секунду в квадрате, а А2 равно 0,4 метра на секунду в квадрате. И нам нужно найти силу их взаимодействия и массу второго шара. Ну что ж, давайте приступим к решению. Направим ось ОХ вдоль направления полученного ускорения второго шара. Сила удара, с которой шар первый действует на шар второй, направлена вдоль этой оси. Ускорение шара 2, полученное в результате удара, направлено также вдоль оси ОХ. А ускорение шара 1 и сила, действующая на него, направлена против оси ОХ. Вот наш с вами рисунок. Первый и второй шар. И как мы видим, направлены наши силы. Сила приложена ко второму шару, сонаправлена с осью Х. Сила приложена к первому шару, противоположно направлена оси Х. И с силами сонаправлены их ускорения, соответственно. Ну что ж, ускорение и сила связаны соотношением по второму закону Ньютона. А равно F делить на m. В проекциях на ось X AX равно Fx делить на m. Для шара первого проекция ускорения A1x равно минус A1, так как ускорение первого шара противоположно направлено оси X. А проекция силы F1x также противоположно направлена оси X, поэтому проекция его будет минус F1. И тогда F1 равно у нас чему? Минус M1 умножить на A1x. Или равно A1x также у нас минус A1. То есть у нас равно M1 умножить на A1. Значит, сила первая у нас равно 1 килограмм умножить на 0,2 метра на секунду в квадрате. Это будет равно 0,2 ньютона. Вот мы получили силу, приложенную к первому шару. Теперь давайте разберем, что со вторым нашим шаром. При взаимодействии двух шаров F2x равно минус F1x по третьему закону Ньютона, где F1x проекции на ось x будет равно минус F1. Мы это видим, так как противоположно направлены. А проекция F2x на ось x будет равно, получается, F1. Ведь F2x у нас равно F2, а F2 у нас равно минус F1. То есть минус-минус уйдет. И будет это равно F1. Всем ясно, почему здесь нет минуса. И отсюда мы также спроецируем и ускорение на ось X. А2х на ось X будет А2. Значит, масса второго шара будет F1 делить на А2. И отсюда М2 у нас будет равно 2 ньютона делить 0,2 ньютона делить на 0,4 метра на секунду в квадрате. Это будет равно у нас 0,5 килограмма. Что нам требовалось и найти.
И значит силы взаимодействия у нас будут равны 0,2 ньютона. Сила взаимодействия между шарами 0,2 ньютона. А масса, нам требовалось найти массу, да, второго шара. Массу второго. Она у нас будет равна полкилограмма, 0,5 килограмма. Наша задача это также решена. Поздравляю. Перейдем к следующей нашей задаче. Перейдем к рассмотрению следующей нашей задачи. Шар массой 1 килограмм сталкивается с шаром массой 2 килограмма. Эту задачу мы с вами, похоже, решали. Только исходные данные у нас немного другие. Еще раз давайте прочтем внимательно условия. Шар массой 1 кг сталкивается с шаром массой 2 кг. При этом второй шар получил ускорение равное 0,2 метра на секунду в квадрате. И нужно определить значение силы их взаимодействия и ускорения первого шара. Трением пренебречь. Ну что ж, давайте приступим к решению нашей задачи. Направим, как и обычно, ось ОХ вдоль направления полученного ускорения второго шара. А сила удара, с которой шар 1 действует на шар 2, направлены вдоль этой оси. Ускорение и силы связаны с соотношением AX равно Fx делить на m по второму закону Ньютона. Вот наш с вами рисунок. Два шара. Ось X мы направили вправо. Мы видим, что ускорение второго шара сонаправлено с осью X. И сила, действующая на второй шар, которая и вызвала это ускорение, также сонаправлена с осью X. Для шара 2 проекция ускорения А2 X равно А2, так как с осью X сонаправлена. А проекция силы F2x равно F2. Тогда F2 равно M2 умножить на A2x и равно M2 умножить на A2. Где M2 у нас 2 килограмма, A2 у нас 0,2 метра на секунду в квадрате. А значит F2 равно у нас 2 килограмма умножить на 0,2 метра на секунду в квадрате. И равно это 0,4 ньютона. Для шара 1. При взаимодействии двух шаров F2x равно минус F1x, где получается отсюда F2x равно F2. Тогда F1x равно минус F2. Понятно, да? И исходя из третьего закона Ньютона. И поэтому А1х равно у нас минус F2 делить на M1. И равно это А1х равно минус 0,4 ньютона делить на 1 килограмм. И это равно у нас минус 0,4 метров на секунду в квадрате. И так как у нас ускорение отрицательно, ускорение для первого шара отрицательно, то ускорение шара 1 направлено против выбранной оси. То есть шар у нас движется в левую сторону. Что и требовалось нам доказать. И значение силы взаимодействия, как мы понимаем, F равно F1 равно F2 равно 0,4 ньютона. А нам требовалось определить силу взаимодействия и ускорение первого шара, что мы успешно и сделали. Мы определили силу взаимодействия, которая равна 0,4 ньютона, а также определили ускорение первого шара. Ускорение первого шара мы определили, оно равно минус 0,4 метра на секунду в квадрате. Задача решена. Вот такая еще одна легкая задача. В прошлой задаче нам нужно было найти массу второго шара, а в этой нам нужно было, наоборот, найти ускорение. Исходя из исходных данных, мы выполнили и нашли то, что нам было от нас и требовали.
Следующая задача. В лифте находится объект массой 50 кг. В лифт поднимается таким образом, что за 3 секунды его скорость изменилась с 8 до 2 метров в секунду. Нужно определить силу давления объекта на пол лифта. Очень интересная задача. В лифте находится объект массой 50 кг. Лифт поднимается таким образом, что за 3 секунды его скорость изменилась с 8 до 2 метров на секунду. И определить силу давления объекта на пол лифта. Ну что ж, давайте приступим к решению нашей задачи. Запишем наши данные. Что нам дано? А нам дано, что объект наш весит 50 кг, m равно 50 кг. Лифт поднимается за 3 секунды, t равно 3 секунды. Скорость изменилась с 8, то есть v1 у нас равно 8 метров на секунду, до 2. v2 равно 2 метра в секунду. Мы ускорение свободного падения приблизительно примем равным 10 метров на секунду в квадрате для легкого расчета. И нам нужно определить силу давления объекта на пол лифта. Обозначим эту силу через n большое. Вот так нам захотелось. Ну, давайте приступим ко второму действию. И исходя из второго закона Ньютона, мы знаем, что F у нас равно m умножить на a. В свою очередь, исходя из третьего закона Ньютона, мы с вами знаем, что F у нас равно проекции, то есть силе, действующей на сила, действующая на лифт, равна силе, действующих на человека. А на человека у нас действуют две силы. Силы со стороны N, силу давления, да, объекта на пол лифта, то есть на лифт, да, действует сила N, и сила P. А сила P это та сила, подъемная сила. Это сила давления у нас будет, а это подъемная наша сила. P можно найти по формуле m умножить на g. А ускорение находим из формулы a равно v2 минус v1 делить на t. И производя математические действия, получаем ответ 600 ньютон. Вот такая задача. У прошлой группы появились вопросы, связанные с этой задачей. Не все поняли данную задачу. Давайте я вам объясню еще раз. Вот наш лифт. Это наш лифт. В нем находится человек. Ну или, допустим, какой-то груз, объект. Масса которого 50 кг. Вот наш объект. Масса у него 50 кг. Давайте ось X мы направим, ось Y, вертикальную ось мы направим вниз. Пусть это будет наша ось Y. Лифт по условию задачи у нас поднимается, то есть скорость его направлена у нас вверх. Давайте нарисуем силы, которые давят на наш вот этот объект. Какие же силы на него давят? Со стороны Земли на него всегда давит сила тяжести. Сила тяжести на него давит со стороны Земли. МЖ. Со стороны пола лифта на него действует сила реакции опоры, направленная вверх со стороны пола лифта. N. Теперь давайте поймем, какие же силы действуют на пол. На пол у нас действует одна сила. Сила давления объекта на пол, которая у нас противоположна, направлена силе реакции на опоры. То есть сила давления у нас по третьему закону Ньютона противоположна силе реакции опоры. Вот эту силу давления нам и нужно найти с вами. Она нам неизвестна, сила давления.
Давайте же ее и найдем. Отсюда, да, сила давления чему у нас равна? Сила давления у нас равна М умножить на А по второму закону Ньютона. Отсюда М Ж сила тяжести плюс N. У нас проекция Y направлена вниз. Запишем данное уравнение с проекцией на ось X. То есть на ось Y. А это будет равно у нас M. А равно M. G минус N. Отсюда мы сможем также определить и А. Ускорение у нас равно V минус V нулевое делить на T. И это у нас равно 2 минус 8 делить на T. И это равно у нас минус 6 метрам на секунду в квадрате. Теперь мы можем подставить наше значение. М у нас равно 50 килограмм на минус 6 деленное на 2, да, мы забыли, на время. Ой, на 3 даже, на 3. И это равно у нас минус 2 метра на секунду в квадрате. Подставим в наше выражение. И это у нас равно 2 минус 2 умножить на 50, это минус 100 равно 50 на 10, 500 минус N. Но так как лифт у нас поднимается, то ускорение AY у нас будет AY, проекция на AY будет минус А. Тогда у нас появится здесь знак минус. А минус на минус у нас даст плюс. И отсюда мы можем выразить N. Это будет равно 500 минус 100. Это 100 у нас. И равно это все 400. 400 ньютон. Что и требовалось доказать. Перейдем к следующей задаче. Два тела связаны между собой прочной нитью, перекинутой через неподвижный блок. Масса первого тела 1 кг, второго 5 кг. Земля притягивает к себе первое тело силой 10 ньютон, а второе силой 50 ньютон. С каким ускорением будет двигаться система тел и с какой силой будет действовать первое тело на второе? Вот такая небольшая, но немного сложная, да, задача. Давайте ее начнем решать. Ну что ж, запишем условия задачи. Дано нам М1 1 кг, М2 5 кг, то есть масса первого тела 1 кг, масса второго тела 5 кг. Земля притягивает к себе первое тело силой 10 ньютон. Значит, F1 Земля притягивает 10 ньютон, а второе тело силой 50 ньютон. С каким ускорением будет двигаться система тел? Значит, нам нужно найти ускорение и с какой силой будет действовать первое тело на второе. То есть нужно нам найти F1, 2 силу, которая будет действовать первое тело на второе. Приступим к решению задачи. Нарисуем рисунок. Вот два тела у нас связаны между собой прочной нитью и перекинуты через неподвижный блок. Вот наша нить, она перекинута через неподвижный блок. Масса первого тела М1, вот изображено наше тело, а второе
М2 5 килограмм. И второе тело притягивается с силой больше. Оно притягивается к Земле. Сила 50 ньютон. И нужно нам найти, с каким ускорением будет двигаться система тел. То есть ускорение первого тела, так как сила, с которой притягивает первое тело Земля, меньше, оно будет двигаться вверх, с ускорением вверх. А второе тело, так как оно будет больше притягиваться к Земле, оно будет двигаться вниз. И при движении вниз оно будет первое тело тянуть вверх. Это всем все понятно. И нам нужно найти силу F1,2. С каким ускорением будет первое тело действовать на второе. То есть вот эту силу F1,2. Ну что ж, давайте приступим к решению нашей задачи. Мы знаем, что по третьему закону Ньютона бруски взаимодействуют через нить силами, равными по модулю. То есть сила F1,2 приложена ко второму телу будет равна силе F2,1 приложенного к первому телу по третьему закону Ньютона. Вот мы это можем записать. Согласно второму закону Ньютона, результирующая сила равна m умножить на a. Запишем для каждого тела результирующую его силу. Результирующая сила m умножить на a равно у нас для первого тела F1, направленная вниз, плюс F2,1 в векторной форме. Для второго тела наоборот. F2 плюс F1,2. Мы записали, как вы видите, M1A. Это не ошибка, ведь именно с таким ускорением и такая результирующая сила этих двух наших векторов. Ну что ж, продолжим наше решение. Давайте напишем в проекциях на ось Y. Ось Y мы направим, у нас будет направлена вниз. Направим ось Y вниз. Что же мы получим? Для первого уравнения мы получим, наша результирующая сила будет направлена вверх, то есть обратно направлена выбранной нам оси Y, то есть со знаком минус будет у нас минус M1A равно F2,1 со знаком минус мы написали, потому что вот сила F2,1 у нас направлена вверх, и она противоположно направлена оси Y, и плюс F1. F1 у нас сонаправлен с осью Y. Теперь напишем для второго тела. M2A равно у нас минус F1,2 плюс F2. Минус F1,2, так как она противоположно направлена оси Y, а F2, потому что сонаправлена с осью Y. Вот мы записали наш второй закон Ньютона. Теперь мы можем сложить вот эти два уравнения между собой. Получим M2A минус M1A. И тогда получим минус F1,2 плюс F2. И здесь также меняем знак. Минус на минус дает плюс, плюс 2F2 минус F1. Мы видим, что F2,1 сокращается, и у нас остается F2 минус F1. Продолжим наше решение далее. Теперь мы можем вынести отсюда наше ускорение А. Ускорение А выносим, получаем m2 плюс m1 равно f2 минус f1. Значит, А у нас будет равно f2 минус f1 деленное на m2 плюс m1. И теперь мы можем подставить все наши данные, все нам известно. Нам известна и масса, нам известны и силы, действующие на наши тела со стороны Земли. Подставим. Получим 50 минус 10 деленное на 6. Ведь массы у нас 5 и 1 килограмм. 5 плюс 1 равно 6. 40 делить на 6, это будет примерно 6,67 метра на секунду в квадрате.
Отсюда мы можем найти силу F1,2, которая по модулю у нас равна силе F2,1. Это будет у нас равно F2 минус F2 минус M2A. Вот мы это вывели из нашей вот этой формулы. Вот наша формула. Ведь это у нас равно чему? F1,2 равно F. То есть мы F1,2 перенесли в левую часть. F2 минус M2A. И теперь мы знаем F2. Мы знаем, что оно равно 50 ньютонам. И минус M2, это 5 килограмм, умножить на наше ускорение, которое мы только что нашли. И получим мы 50 минус 5 умножить на 6,67. Что будет примерно равно 16,7 ньютон. То есть сила действия между двумя вот этими массами будет равна 16,7 ньютон. Это взятое число по модулю. Что нам и требовалось доказать. Нас просили найти, с каким ускорением будет двигаться наша система. И мы нашли, что ускорение нашей системы будет равно 6,67 метров на секунду в квадрате. А также нас просили найти, как будет действовать первое тело на второе тело. Вот эта сила F1,2. И мы ее также нашли. Задача наша решена. Есть ли вопросы по данной задаче? Ну что ж, давайте перейдем к следующей нашей задаче. И следующая наша задача уже из блока B1. Более сложные задачи, где нужно больше размышлять, где не просто иногда нужно дать решение задачи, а просто достаточно писать словами. Давайте приступим к блоку B1. И что же нам дано? Условия нашей задачи. При перетягивании каната возникают силы, равные по величине. Это мы с вами знаем. Ведь по перетягиванию каната мы знаем, что по третьему закону Ньютона силы, которые действуют с двух сторон каната, пусть это будет группа людей, да, как в соревнованиях, или там присоединить какие-то любые другие тела, они будут равны по величине, но противоположные по направлению, согласно третьему закону Ньютона. Почему тогда часто удается перетянуть канат к себе? Вот такой вопрос, связанный с такой спортивной игрой. Мы с вами во время лекции говорили, что если рассматривать третий закон Ньютона на примере игры с перетягиванием каната, то мы с вами поняли, что важно в этой игре не то, насколько сильно тянуть канат, а то, насколько сильно упираться. То есть, ведь если одна команда будет тянуть канат, то по третьему закону Ньютона другая команда будет тянуть канат с такой же самой силой. И поэтому здесь важнее упираться больше в землю, чтобы не упасть. И вот, а сейчас нам задают вопрос по данной игре. Почему тогда часто удается перетянуть канат к себе? Давайте разбираться будем. Давайте приступим к решению данной задачи. При перетягивании каната необходимо еще учитывать силу взаимодействия человека с землей. Силу трения подошвы с поверхности земли. Поэтому удается перетянуть канат тому человеку, который сильнее прижимается к земле и увеличивает силу тяготения. Вот так вот. Увеличивая силу тяготения за счет силы трения подошвы с поверхностью земли, и удается перетянуть канат тем людям, которые больше упираются в землю. Вот такая у нас задача. Вот решение нашей задачи. Наша задача решена. Давайте рассмотрим данную задачу более подробно. Пример. Два человека перетягивают канат.
Как здесь расписать все действующие силы, чтобы найти равнодействующую и применить второй закон Ньютона? Один человек тянет в одну сторону, второй в другую сторону. Плюс на каждого человека действует сила трения, которая не позволяет им скользить по полу. И со стороны каната на каждого человека действует сила. Какие силы учитывать, а какие нет? С одинаковыми ли силами тянут эти люди? А что, если один человек перетянет другого? Здесь Ньютон тоже навел порядок, сформулировав свой третий закон. Теперь понятно. Человек взаимодействует с канатом. С какой силой человек тянет канат, с такой же по модулю силы натяжения, и канат действует на человека. Тоже со вторым человеком. Причем канат действует на обоих людей с одинаковой по модулю силой натяжения, которая возникает в канате. Каждый человек взаимодействует с полом посредством сил трения. Пол действует на человека с силой трения, что препятствует проскальзыванию. А человек с такой же по модулю силой действует на пол. Если бы там был ковер, он мог бы под действием этой силы сдвинуться. И как здесь быть со сложением сил? Во втором законе говорится, что ускорение тела пропорционально равнодействующей всех сил, действующих на тело. И если нас интересует движение одного человека, то мы смотрим. На него действует сила натяжения со стороны каната, сила трения со стороны пола, а еще сила тяжести и сила реакции опоры. И задача решается. Нужно рассмотреть канат, складываем силы, которые действуют на него. Это две силы, с которыми действуют на него два человека. Но нет смысла складывать пару сил, с которыми тела взаимодействуют. Получится 0, но это ничего не означает. Эти силы действуют на разные тела. Вот получается, что третий закон Ньютона и, казалось бы, бессмысленный для игры нашей по перетягиванию каната. Но мы с вами видим, что, однако, на человека, держащего канат, действует не только сила растянутого каната, но и направленная в противоположную сторону горизонтальная составляющая сила реакции опоры. И вот мы в видео посмотрели много различных сил, которые действуют как на человека, так и на пол, так и на канат. И если оба человека, получается, одинаково сильно упираются в землю, то сила натяжения каната ФК будет равна силе реакции вот этой трения FA первого человека и второго человека. И никакого движения не будет. Но как только, например, у одного из людей сила трения, с которой он упирается, да, в землю, станет меньше, то результирующая сила, приложенная к человеку, этому человеку, сразу же сдвинет его, и он проиграет. То есть это будет до тех пор, они будут находиться в равновесии, никто не выиграет, пока сила натяжения каната, да, будет уравновешивать силу реакции опоры, силу трения, в которую опирается человека, которая ему не дает сдвинуться с места. Таким образом, в эту игру выиграет не тот, кто сильнее тянет, а тот, кто сильнее упирается. Вот мы еще раз это доказали, что и проходили в лекции. Я вам это более подробно объяснил, потому что такой же будет пример у вас и в домашнем задании. И скажу вам по секрету, что и в экзамене, который будет в июне месяце, у вас также само будет данный вопрос. А мы с вами перейдем к следующей нашей задаче. Задача 2. Найдите ошибку в рассуждении. При взаимодействии двух тел возникают силы равные по величине, но противоположные по направлению. Поэтому равнодействующая этих сил равна у нас нулю. F1 равно минус F2, а F1 плюс F2 равно 0. В чем ошибка в данном рассуждении? Давайте подумаем с вами. Давайте решим данную вот задачу. Равнодействующую этих сил искать нельзя, так как они приложены к разным телам. То есть и еще раз мы вам напоминаем, я вам напоминаю об самой типичной ошибке, которую допускает в третьем законе Ньютона. Это что силы, они приложены к разным телам. И что они не приложены к одному телу, и находить их результирующую силу нельзя. Давайте разберем следующую нашу задачу. B3 уже. Можно ли? Вопрос.
человеку подняться вверх, ухватившись за конец веревки, перекинутой через закрепленный неподвижный блок и привязанный вторым концом к поясу. И Б. Сдвинуть лодку с места, когда человек, находящийся в ней, давит на борт. И третий. Вытащить самого себя из болота за волосы. Давайте разбираться. Решение. Первый способ решения нашей задачи. Первое. Человеку подняться вверх можно ли, ухватившись за конец веревки, перекинутой через закрепленный неподвижный блок и привязанный вторым концом к поясу. И наш ответ – можно, так как сила, с которой человек действует на веревку, равна силе, с которой веревка действует на человека. Но сила человека приложена через веревку к блоку, а сила натяжения веревки к человеку. Поэтому эти силы не будут компенсировать друг друга. Поэтому, да, можно человеку подняться вверх. Ответ да. На второй вопрос. Можно ли сдвинуть лодку с места, когда человек, находящийся в ней, давит на борт? Нет. Так как сила, с которой человек давит на борт, равна силе, с которой человек давит на дно лодки. Но направлена в противоположную сторону. И обе силы приложены к лодке и будут компенсировать друг друга. Вот ответ на данную задачу. И третий наш вопрос. Можно ли вытащить самого себя из болота за волосы? Нет. Так как силы, которые действуют на голову вверх, равна силе, действующую на руку, и противоположно направленная. Эти обе силы приложены к человеку и будут компенсировать друг друга. Также мы можем эти три задачи на три вопроса ответить и другим способом, вторым способом. Давайте ответим вторым способом на эти задачи. Нужно рассмотреть систему взаимодействующих тел во втором способе. Если система замкнута, только два тела, то тела не могут заставить друг друга двигаться. Если не замкнуто больше двух взаимодействующих тел, то тела будут двигаться. Значит, в этих рассуждениях мы можем сделать следующий вывод. На первый вопрос. Система не замкнута. Человек, веревка, блок. Тела будут двигаться. Второй вопрос. Система замкнута. Лодка, человек. Тела не могут заставить друг друга двигаться. И третий вопрос. Вытащить самого себя из болота за волосы. Система также здесь замкнута. Значит, рука, волосы, тела не могут заставить друг друга двигаться. Вот еще вторым способом мы решили данную задачу. И мы ответили на те же вопросы. Что в первом случае да, можно, а во вторых двух нет, не получится ничего сдвинуть и вытащить себя. Задача наша решена. Давайте перейдем к следующей задаче B4. И здесь у нас условие звучит следующим образом. Сравните модули ускорений двух стальных шаров во время столкновения, если радиус первого шара в 2 раза больше радиуса второго. Давайте приступим к решению данной задачи. Решение. Запишем, как и обычно мы записываем условия. Два шара взаимодействия. Это получается R1 равно 2R2. То есть, по условию задачи, радиус первого шара в 2 раза больше радиуса второго шара. Вот мы и записали, что R1 равно 2R2. Нам нужно сравнить ускорение двух стальных шаров. Вот рисунок. Нам дан рисунок. Два наших стальных шара во время столкновения. Если радиус первого шара в 2 раза больше радиуса второго, вот мы обозначили два шара, которые у нас взаимодействуют. Мы указали силы, которые приложены к этим двум шарам, и направление ускорений, куда они будут двигаться. Давайте направим ось ОХ по направлению полученного ускорения второго шара. То есть мы направим ось Х вправо. А сила удара, с которой первый шар действует на второй, направлена вдоль этой оси.
И тогда сила удара, с которой второй шар действует на первый, и ускорение первого шара будет направлено против этой оси, вот изображены у нас на рисунке. И тогда ускорение и силы связаны у нас с соотношением по второму закону Ньютона. Для первого шарового уравнение у нас принимает вид А1х равно F1х, деленное на m1. А для второго шара А2х равно F2х делить на m2. Где А1х равно минус А1 и равно F1х равно минус F1. Тогда А2х равно А2, а F2х равно F2. И отсюда мы можем найти m1. Мы с вами еще не изучали, чему равна масса, но мы с вами все знаем из курса школьной физики, что масса равно плотность умножить на объем. И вторая масса также равна плотность умножить на объем. Где ρ1 и ρ2 это плотность стали. И отсюда V1 у нас, а объем у нас равен 4 третьих π умножить на 3 в кубе, r в кубе, радиус в кубе, или равно 4,3π умножить на r2 в кубе. И при взаимодействии двух шаров F1 и F2, так как F1х равно минус F1, а F2х равно F2, то F1 равно F2. Тогда у нас минус А1 равно минус F1 деленное на m1. А2 равно F2 деленное на m2. А1 деленное на А2 равно F1 деленное на m1 умножить на m2 деленное на f2. И отсюда m2 деленное на m1. То есть А1 деленное на А2 будет соотноситься как масса второго шара к массе первого шара. И отсюда, подставив выражение для наших масс, мы получим соотношение, что R2 в кубе соотносится к R1 в кубе. И отсюда мы можем выразить через, зная, что радиус первого шара в 2 раза больше радиуса второго шара, мы получим данное соотношение, что наше ускорение А1 к А2 соотносится как 1 к 8. То есть А2 в 8 раз больше ускорения первого шара. Вот наша задача и решена. Ускорение второго шарика в 8 раз больше ускорения первого шара. Задача наша решена. Давайте перейдем к следующей задаче. Сравним модули ускорений двух шаров одинакового радиуса во время взаимодействия. Если первый шар сделан из стали, а второй сделан из свинца. Сравним модули ускорений двух шаров одинакового радиуса. Давайте приступим к решению. Вот наш рисунок, который похож с предыдущим. Нам нужно сравнить их радиус. Направим, как обычно, ось ОХ вправо по направлению полученного ускорения второго шара. Сила удара, с которой первый шар действует на второй, направлена вдоль этой оси. Тогда сила удара, с которой второй шар действует на первый, и ускорение первого шара будут направлены против этой оси влево. Значит, ускорение и сила связаны соотношением по второму закону Ньютона. Ах равно Fx делить на m. Для первого шара уравнение 1 примет вид А1х равно F1х делить на m1, а для второго шара А2х равно F2х делить на m2, где А1х равно минус А1, а F1х равно минус F1. А2х равно А2, а F2х равно F2. И отсюда также мы можем найти массы через плотность и объем, где плотность первого шара у нас из стали, который сделан, у нас 7,8 умножить 10 минус 3 здесь, в третьей степени, здесь третья степень. А плотность второго шара из свинца у
у нас 11,3 в 10 в третьей степени килограмм на метр кубический. Также, зная, мы можем определить по формуле, которую использовали в прошлом задании, и объем шаров. И при взаимодействии двух шаров f1x равно минус f2x, так как f1x равно минус f1, а f2x равно f2, тогда f1 у нас будет равен f2. Этим рассуждением мы уже приходили, и мы знаем, к чему они относятся. Тогда получится, что минус a1 равно у нас минус f1 деленное на m1, а a2 равно f2 деленное на m2. И тогда соотношение a1 к a2 равно f1 деленное на m1 умножить на m2 деленное на f2. И тогда m2 соотносится к m1 как наша формула для массы к массе первого шара. И отсюда мы можем выразить, что ρ2 у нас соотносится к ρ1. И это у нас равно 1,45 соотношение ускорений А1 к А2. И отсюда мы можем сделать с вами вывод, что ускорение стального шарика в 1,45 раз больше ускорения свинцового шарика, что и требовалось нам доказать. Ну что ж, давайте рассмотрим следующую задачу, шестую нашу задачу рассмотрим из уровня B6. Тележки связаны нитью и вращаются, не смещаясь на центробежной машине. Рисунок 2. Определите массу второй тележки, если R1 равно 30 см, R2 равно 10 см, а масса первой тележки равна 300 грамм. Ну, давайте определим. Все данные нам известны. Для начала мы сделаем рисунок. Вот наши тележки, которые связаны нитью и вращаясь, не смещаясь на центробежной машине. Мы знаем массу первой тележки, и нам нужно найти массу второй тележки. И знаем также радиус, по которому они вращаются, на котором они вращаются. Радиус первого у нас 30 см, радиус второй 10 см. Теперь давайте приступим к решению. Тележки у нас взаимодействуют друг с другом через соединяющую их нить. Так как тележки вращаются, не смещаясь, то тележки обладают только центростремительным ускорением. И направим ось ОХ по направлению центростремительного ускорения первой тележки. И сила, с которой вторая тележка действует на первую, направлена вдоль этой оси. И тогда сила, с которой первая тележка действует на вторую, и ускорение второй тележки будут направлены против этой оси. Вот что мы с вами наблюдаем. Что масса первой тележки у нас, вот мы показали все силы. Сила приложена к первой тележке, сила приложена ко второй тележке, F1 и F2 соответственно. И направили ось ОХ, как обычно, вправо, в направлении силы, действующей на первую нашу тележку. Теперь приступим к решению. Ускорение и сила взаимосвязаны у нас по второму закону Ньютона, а x равно fx деленное на m. И для первой тележки уравнение 1 у нас принимает вид a1x равно f1x деленное на m1. А для второй a2x равно f2x деленное на m2, где a1x равно a1, а f1x равно f1, а a2x равно минус a2, а f2x равно минус f2. И a1 равно у нас угловая скорость в квадрате умножить на r1, а a2 равно у нас угловая скорость в квадрате умножить на r2, где угловая скорость 1 равна угловой скорости 2. И тележки вращаются на одной центробежной машине. Тогда масса первой тележки у нас 300 грамм, то есть 0,3 килограмма, а радиус первой тележки 30 сантиметров, а радиус второй тележки 10 сантиметров. И при взаимодействии двух тележек f1x равно минус f2x. И тогда у нас f1x равно m1 умножить на a1x, и равно это m1 умножить на a1.
или равно m1 умножить на омега угловая скорость в квадрате умножить на r1. Это мы все с вами вот данные формулы уже проходили при изучении криволинейного движения и движения по окружности. Давайте запишем формулу для второй силы в проекции на ось x. f2x равно m2 умножить на a2x и равно минус m2 равно умножить на a2 и равно это минус m2 умножить на омега в квадрате 2 и умножить на r2. А m1 умножить на омега 1 в квадрате умножить на r1. И равно это m2 умножить на омега 2 в квадрате и умножить на r2. А m1 умножить на r1 равно m2 умножить на r2. Значит, m2 у нас равно будет m1 умножить на r1 умножить на r2. Мы видим, да, мы заменили. И АМ, значит, 2 у нас будет равно 0,9 килограмма. Что нам и требовалось доказать. Что и требовалось нам доказать. Вот мы и решили данную задачу с вами. Задача наша решена. Нам нужно было определить массу второй тележки, зная радиусы и массу первой тележки. Мы это успешно с вами определили. Приступим к решению следующей задачи. Седьмой задачи. Тоже похожая задача на закрепление, чтобы мы все поняли, как данные задачи решаются и как их решать. Потому что похожие задачи будут у нас также и в экзамене, и в домашней работе. Два цилиндра, связанные нитью, вращаются, не смещаясь на центробежной машине. При этом оказалось, что первый цилиндр при вращении расположился на расстоянии 9 см от оси вращения. Какова длина нити, если масса второго цилиндра в 3 раза больше первого? Вот нам дано условие задачи. Ну что ж, давайте, как обычно, сделаем рисунок. Значит, у нас и приступим к решению. Значит, у нас решение состоит следующим образом. Цилиндры взаимодействуют друг с другом через соединяющую их нить. И так как цилиндры вращаются, не смещаясь, то они обладают только центростремительным ускорением. И направим ось ОХ по направлению центростремительного ускорения первого цилиндра. А сила, с которой вторая тележка действует на первую, направлена вдоль этой оси. И тогда сила, с которой первый цилиндр действует на второй, и ускорение второго цилиндра будут направлены против этой оси. И ускорение и сила у нас связаны с соотношением по второму закону Ньютона. АХ равно Fx, деленное на m. И для первой тележки уравнение 1 примет у нас вид. А1х равно F1х делить на m1. А для второй А2х равно F2х делить на m2. Где А1х равно А1, а F1х равно F1. А2х равно минус А2, а F2х равно минус F2. И зная также мы можем определить и ускорение, центростремительное ускорение через угловую скорость, то есть квадрат угловой скорости умножить на r1. А для второго тела у нас ускорение квадрат угловой скорости умножить на r2. Мы знаем, что угловая скорость у первой и второй тележки равны. Тележки ведь вращаются на одной центробежной машине. И значит m2 у нас равно 3m1 по условию задачи. r1 у нас равен 9 сантиметров. Мы можем 9 сантиметров перевести в метры. Это равно 9 умножить на 10 минус второй степени метра. А длина нити это r1 плюс r2 у нас. Мы видим это, да? Что вот длина всей нити, соединяющих две тележки, это r1 плюс r2. И это у нас будет длина нашей нити. И при взаимодействии двух тележек f1x у нас будет равен минус f2x.
И отсюда мы можем расписать, чему у нас равна сила, действующая на первой тележке, проекцию на ось X. Это у нас равно m1 умножить на a1x, и равно это m1 умножить на a1, и равно m1 умножить на омега 1 в квадрате умножить на r1, а f2x это у нас равно m2 умножить на a2x, и равно минус m2 умножить на a2, потому что a2x у нас направлено в противоположную сторону оси x. И тогда отсюда m2 умножить на омега 2 в квадрате и умножить на r2. Теперь мы можем приравнять, ведь силы у нас f1x и f2x равны. Приравняем правые части данных уравнений. m1 умножить на омега в квадрате 1 и умножить на r1 равно m2 умножить на омега 2 в квадрате умножить на r2. m1 получается умножить на r1, так как омега мы сократили, они равны у нас, равно m2 умножить на r2. Отсюда мы с вами можем выразить r2. r2 у нас равно r1 умножить на m1 умножить на m2. А r2 мы с вами можем заменить как L минус r1. Ведь r2 у нас это L минус r1. Подставим вместо r2 L минус r1. r1 перенесем в правую часть и получим r1 плюс r1 умножить на m1 деленное на m2. Мы можем вынести r1 за скобки и получим r1 умножить на 1 плюс m1 деленное на m2. И равно это r1 умножить на 1 плюс 1 третья и равно 4 третьих r1 и равно L равно 1,2 умножить на 10 минус первой степени метра. Задача наша решена. Нам и требовалось найти длину данной нити. Мы ее с вами нашли.